Привет, друзья! Сегодня сразу несколько историй, которые невозможно пропустить. В Америке проходят закрытые встречи сотен генералов с Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хексетом. В Брюсселе обсуждают новый оборонный проект «Дроновая стена», а в Германии спорят о срочном возвращении обязательной военной службы. Канцлер Фридрих Мерц предлагает 80 шагов для модернизации страны, и все громче звучат требования пересмотра выплаты украинским беженцам. К этому добавляется увольнение Volkswagen и готовящаяся акция пилотов Люфтганза. Дальше разбираю все подробности и подпишитесь, чтобы быть в курсе только последних новостей Европы и Германии. Итак, в Соединенных Штатах Америки состоялась беспрецедентная встреча. Около 800 высокопрофильных военных офицеров собрались на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, для обсуждения будущего армии с президентом Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хексетом. Это собрание охватывает военное руководство Соединенных Штатов Америки со всех уголков мира. Офицеры от 2 до 4-звездных генералов и адмиралов были вызваны лично, несмотря на возможность проведения встречи в виртуальном формате. Эксперты отмечают, что это решение может быть связано именно с желанием усилить контроль над армией и продемонстрировать единство перед внешними и внутренними вызовами. Министр Хексет ранее заявлял, что и значительная часть высшего командования несет ответственность за политизацию армии, отход от традиционных военных ценностей и вовлеченность в пробужденные инициативы. Он подчеркнул, что необходимо вернуть фокус на воинскую этику. В рамках этого подхода Хексет уже распорядился, внимание, сократить число 4-звездочных генералов и адмиралов на 20%. В ходе встречи Трамп выразил благодарность военным, подчеркнув их важность для страны. Однако критики считают, что такие собрания могут быть использованы для укрепления личной лояльности среди офицеров и усиления политического контроля именно над вооруженными силами. В дальнейшем ожидается представление новой национальной оборонной стратегии, в которой особое внимание будет уделено внутренней безопасности и возможному расширению роли армии в решении именно внутренних политических вопросов. И это только начало. Европейский Союз разрабатывает новый комплекс по защите от дронов на восточной границе. Проект, получивший название «Дроновая стена», предусматривает не только оборонительные меры, но и презентационные удары по наземным целям с использованием технологии дронов. Кроме того, система будет оснащена средствами для обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников. Важной частью концепции является интеграция опыта, полученного в ходе конфликта в Украине. В разработке участвуют не только крупные оборонные корпорации, но и стартапы, а также университеты, что позволит создать гибкую инновационную систему. Ожидается, что дроновая стена также будет использоваться для мониторинга миграционных потоков, предотвращения природных катастроф и борьбы с транснациональной организованной преступностью. Однако министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения относительно реализации проекта в краткосрочной перспективе. По его словам, хотя идея и хороша, не следует ожидать быстрого результата. Цитата: «Мы говорим не о концепции, которая будет реализована в ближайшие 3 или 4 года. Проект уже обсуждается на уровне европейских стран и будет представлен на неформальном саммите в среду. Он также включает предложения по усилению безопасности судоходства в Балтийском и Черных морях, а также укреплению наземной обороны». А теперь внимание, дальше события становятся еще напряженнее. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль из Христианско-демократического союза ХДС призвал к немедленному восстановлению обязательной воинской службы. Он заявил, что нынешняя модель того добровольного военного служения не соответствует потребностям страны в области безопасности. По его мнению, необходимо вернуться к всеобщей воинской обязанности. В следующую среду в Бундестаге состоится также первое обсуждение законопроекта правительства, предусматривающее новый добровольный военный сервис. Однако, если этот подход не обеспечит необходимое количество военнослужащих и ситуация в области безопасности потребует этого, законопроект предусматривает возможность возвращения к обязательной военной службе в будущем. Вадефуль отметил, что вопрос о восстановлении обязательной военной службы должен быть обсужден в рамках коалиции, подчеркнув ту важность совместного решения этого вопроса. Следующая тема заставляет многих задуматься. Канцлер Германии Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза ХДС представил свой амбициозный план по модернизации всей страны, включающий 80 конкретных мер.
Целью этих инициатив является значительное сокращение бюрократических расходов и повышение эффективности государственного аппарата. Одним из ключевых аспектов плана является снижение административных затрат, внимание, на 16 миллиардов евро. Мерц акцентирует внимание на необходимости упрощения процедур и оптимизации государственных процессов для улучшения делового климата и повышения конкурентоспособности Германии на международной арене. Кроме того, в рамках плана предусмотрено внедрение цифровых технологий в государственное управление, что позволит ускорить процессы и повысить прозрачность. Особое внимание уделено реформированию налоговой системы, упрощению процедур регистрации бизнеса и улучшению взаимодействия между различными уровнями власти. Мерц также подчеркнул, что успешная реализация этих мер позволит Германии занять лидирующие позиции в Европе по уровню цифровизации и эффективности государственного управления. Он выразил уверенность, что предложенные изменения станут основой для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни граждан. Представленные инициативы уже вызвали широкий отклик в политических кругах, и их реализация будет обсуждаться буквально в ближайшее время в рамках парламентских слушаний и консультаций с экспертами. Но это еще не главный поворот событий. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер из Христианско-демократического союза ХДС призвал к немедленному прекращению, внимания, выплат гражданского пособия Бюргергельд новым беженцам из Украины. Он отметил, что Германия уже несет значительную финансовую нагрузку, принимая около 1,3 миллиона украинских беженцев, и предложил изменить правовой статус новых прибывших, переведя их в систему выплат для соискателей убежища. Шустер подчеркнул, что это решение необходимо принять как можно скорее, ссылаясь на недавние действия Польши, которая уже ограничила социальные выплаты для украинских беженцев. Он считает, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку и стимулировать трудовую активность среди новых мигрантов. Предложение Шустера поддержал и министр внутренних дел Баварии Йохам Хербман ХДС, который также выразил обеспокоенность по поводу текущей социальной политики в отношении украинских беженцев. Однако, по данным Министерства труда, в настоящее время нет планов по изменению существующих правил, поскольку они направлены на быстрое предотвращение интеграционных услуг и содействуют трудоустройству. Дискуссия о социальных пособиях для украинских беженцев остается актуальной темой в немецкой политике с разными мнениями и предложениями по оптимизации социальной поддержки и интеграции мигрантов. И здесь начинается самое интересное. Следите внимательно. Компания Volkswagen уволила более 500 сотрудников по всему миру из-за нарушения трудовой дисциплины. Из них более 300 человек были уволены на 6 заводах в Германии. Основной причиной увольнения стало несанкционированное отсутствие на рабочем месте. Согласно внутреннему отчету компании, в первом полугодии 2025 года было зафиксировано 548 случаев увольнений именно по причине дисциплинарных нарушений. Представитель Volkswagen подтвердил данную информацию, отметив, что компания продолжает строго следить за соблюдением трудовой дисциплины и принимать необходимые меры в случае ее нарушения. Эти меры стали частью политики Volkswagen по повышению ответственности сотрудников и улучшению корпоративной культуры после скандала с дизельными двигателями. Компания продолжает работать над укреплением внутреннего контроля и соблюдением стандартов поведения на всех уровнях. А вот следующая новость удивила даже экспертов. Пилоты авиакомпании Lufthansa проголосовали за проведение забастовки. В рамках всестороннего голосования, организованного профсоюзом, 90% пилотов Lufthansa и 95% пилотов дочерней компании Lufthansa Cargo поддержали идею забастовки. Напомню, что для принятия решения о забастовке было необходимо минимум 70% голосов «за», и результат оказался значительно выше этого порога. Основной причиной конфликта является спор о пенсионных выплатах. Пилоты требуют увеличения доли работодателя в системе корпоративного пенсионного обеспечения, утверждая, что действующая система, введенная еще в 2017 году, значительно уступает предыдущей. Компания Lufthansa отвергла требования, заявив, что выполнение предложений профсоюза потребует значительных дополнительных расходов. Представитель профсоюза Арне Карстенс отметил, что пенсионное обеспечение является важной частью жизненного плана пилотов и должно быть на уровне, сопоставимым с государственной пенсией. Он подчеркнул, что Lufthansa должна серьезно отнестись к тем сигналам сотрудников и представить переговороспособность
подобное предложение. Конкретная дата забастовки пока не назначена, решение будет принято тарифной комиссией профсоюза. В прошлом году, напомню, Люфтганза уже сталкивалась с однодневной забастовкой пилотов, которая привела к отмене большинства рейсов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.